Да. Финсбери Театр. Так, смотри, у нас тут два... Здрасте. А я почему нацелиться не могу на вот того? Хрен с ним. Здрасте. Он отлетел. Я тебя сейчас помолюсь, сволочь ты такая. Хрена хорошее, кстати, оружие. Ну, пошел ты. О, блин, посмотри, как я их выношу. А что это за оружие? Мое личное? Или это чадан? А, это ракеша. Это оружие ракеша. А, да, оно помощнее, естественно. Ладно. Да, я понял. Нам нужно найти вход. Пробраться в театр. В сетер. Это... Так. Ну, скорее всего, с заднего двора. А. Ой, здрасте. А я тут проходил мимо. Стоп, я забываю. А, вот оно место. Нет, стоп, это не оно. Еще дальше пройти, я понял. А ладно, одно место круче другого. Ладно, здрасте. Какая же ты сволочь. Ну на. Да ты охренел, что у тебя там стоит? Вкусно. Да, вот сюда. Нет? А, помните, да, я бегал же здесь. Вот для чего это место было нужно. Так, а здесь есть то? Письмо. Предсмертная записка. Мне больше не вынести этой боли. С тех пор, как эта сука заразила меня, мое тело будто разрывается на части. Целыми днями она скрывается в комнате. Указания раздает в записках, а репетирует только по ночам. Видели мы эти так называемые репетиции. Она выходит на сцену полная ненависти, плюется от злости и ноет о своей угасающей красоте. Эта тварь больна, она прогнила уже насквозь и собирается заразить здесь всех, а потом дойдет и до всего Лондона. Следующая премьера будет не раньше декабря, и к тому времени она весь театр обратит в послушных марионеток, которые станут орудиями ее злодеяний. Я думаю, она как-то отравила здесь воду и пищу, потому что все начали болеть после ужина, который она нам устроила в понедельник. Пусть тот, кто бы не нашел эту записку, знает, что я убиваю себя, чтобы вырваться из ада, в который она превратила наш театр. Да будет милостив ко мне Господь и простит мою грешную душу за то, что я отказываюсь пособничать этой дьявольщине. Я так думаю, это прислуга, наверное. Ну, не прислуга там. Такие актрисы мелкого сорта. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, Где она? fit only to smirk at her soiled feet. Фиг его знает. Ну ладно. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Да со сцены, откуда она доносится. И вот что ли.
Хотя у нее все было хорошо. Изувеченный бродячий скаль. Хасты? Как у вас дела? А я ищу прислугу. Обслуживающий персонал, а никого нет. Ух ты. А культями-то машешь ты хорошо, да? Ой, я забываю этой заразы эти. Больно. Это явно зал. Да, я видел внизу там. Еще один чел. Вот он. Здесь мы можем спуститься. Ну, это точнее как можем. Нам придется спускаться. Старый дневник Дорис Флетчер. Лондон, 17 августа 1918 года. Я видела ее наяву. Ведьму из моих детских кошмаров. Суку, которая много лет мучила меня. Я увидела ее и содрогнулась. Ее голос, ее лицо. Я знала, что она в той больнице. Я знала, что она больна и хотела увидеть ее страдания. Да, я изменилась, стала знаменитой актрисой, стерла те жуткие годы из памяти, но я не могу забыть то, что я ее дочь. Когда я увидела ее слабое тело на маленькой койке, увидела ее страдающую, больную, побежденную. Она смотрела на меня, и поэтому мне пришлось скрыть слезы. Она меня узнала, она увидела ненависть в моих глазах и улыбнулась. Моя мать превратилась в бледный труп, и хуже всего то, что ее боль не принесла мне удовлетворения. Хуже всего было не то, что я вдруг вспомнила про побои и издевательства, нет. Хуже всего было то, что, когда она посмотрела на меня, я почувствовала знакомую ненависть, ту же ненависть, которая была в ней. Ведь я, в конце концов, ее дочь, и я, и моя мать, мы одинаковые. Интересно. Здравствуйте. Жесть. Я вижу, вон, волдырек. Ясно, на левом плече. Мне спуститься? Тупо, да? Как бы. Ну, ты типа посмотреть зашел. Все. Хорошего понемножку пошел вон, да? Так, единственное, что я хочу поменять на... Это что? Это химический, это огненный. Вот это. Милтоны. Опять нету этих патронов. Надо их купить. Я их делать не умею, а купить можно. Так, здесь еще... еще ниже? Да ладно. Охренеть, откуда столько здесь мест? Жалко ее. Да. Не зря я эту... Ладно, чё ты. Мы народ хаваем, все нормально. Ого. Спуск вниз. Да, даже не сомневался. Так, подожди, это подвал. Это я... Нет. Я не пойду пока что. Но в принципе, наверное, оттуда и зайду. Здравствуй.
Да. Сука какой, а? Поганый ублюдок. Пошла ты в жопу, блин. Так. Здесь у нас локт. Давай откроем, да? Или нет? Здесь, скорее всего, не откроем. Так, смотри. У нас, значится, вход здесь. Явно. Явно вход здесь. Значит, мы пойдем там. Мне показалось, шиллинги лежали. Пык-пык-пык. Пы-пы-пы. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Офигеть, она огромная, вы видели? Come to me, my servant. Да ладно, ты опять призываешь. Как вы задолбали, а? Умеете не призывать? I smell your fear. Так, смотри. Здрасте. Неплохо, кстати. Единственное, что мне эта хрень не нужна. Сука, бля. Touché, sir. Ни хрена. Your hand is Туше. shaking. Ёб твою мать. Ой. Мадам, Kill может мы my договоримся? father. Prepare to die. On guard. Да. Анга. Хрена, я быстро этот волдырь раскусил. Хорошее оружие. А, я ж прокачал. Я прокачал быстрее, чтобы у меня было. Behold, Kinslayer, the disgrace of she. Ни хрена. О, это рука у нее. Сука. У меня сил уже. О, ни хрена, что это за... Это как его называют? Прототайп, блин. Да-да-да, у меня закончилась выносливость. Так. Ах ты, блин, я даже не заметил. Тихо. Да-да-да, не заметил. Не заметил. Шибанем себя. Ух. Да, сделаем все. А блин, я забываю, у меня же есть эта пила. А ладно, еще и две. Да-да-да, слышишь?
Женщина из Прододай. Не надо. Your blood will be Фу, да ладно. Вы чё там, женщина? Окститесь. Пошла в жопу. Я люблю зажиматься с женщиной в углу. Дорис Флетчер. Дайте покушаю вашу прелестную плоть. Попробуй. Хуя там. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Кому-то там... Не, в смысле? Там сундук был, алло? It's locked. The West-End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. О. Новый дневник Дорис Флетчер. Лондон, 24 октября 1918 года. Репетиции почти завершены, и скоро я снова выйду на сцену. Мои почитатели собирались вокруг меня и готовы исполнить любой мой приказ. Скоро зрители вернутся, готовы аплодировать моему мастерству. Молодые, роскошные, здоровые зрители. Они вернутся к своим семьям, в свои прекрасные дома, восхищенные моей игрой. Они будут шокированы моим обличием. Они получат мое благословение, мое заразное благословение. Один за другим они распространят болезнь, они будут превращаться, и я снова стану их возлюбленной королевой. И они никогда меня не простят, и я отомщу за то, что судьба так жестоко обошлась со мной.
как? Какая Дорис Флетчер. Ну, увидели, она там под 2 метра женщина. Охренеть. These people want me dead. I need to leave now. Кто тебя убить хочет, дурак? А, наверное, сейчас спрыгну. Берегись. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. У нас получается что? Так, суть в чем? Да, рассказать лорду Редгриву о Дорис Флетчер. Понятное дело, у нас опять есть болтовня с доктором Суонси. Они задолбали. Так, но у нас есть еще и время на доп. Задание. Ближайший вот этот, просто потому что здесь есть ресторанчик. Так. Правее вот тут. Что с тобой, Рич, Джонатан? Ой, так. Да ладно, я не понял, кого. Я сейчас... Я не понял, почему они так быстро померли. О. Да это все. Ага, вот здесь, да, наверное? Да, вот. Ресторан. Убежище. Пык-пык-пык. Блин. Прочти. I'm sure Kaloon Russell has no interest in such a conventional menu. Понял. Так. Дальше у нас. Отлетел. Hello? Is anyone there? О. Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. I'm sure you can spare... Of course you may enter. I remember when Mary came here with her husband and her son. They were such a beautiful family. Спасибо, что переживаешь. По старой доброй традиции. I'm so sorry for your loss, Jonathan. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Ты знаешь, если бы со мной такое не приключилось, я бы тоже ему не поверил.
How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but, you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He's too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? Ну, я бы хотя бы попытался. The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. Понял. I'm so sorry for your loss. Спасибо, спасибо. Ты уже столько раз этих соболезнования. It's locked, all right. Дневник Венеры. 9 июля 1918 года. Вчера я весь день проплакала от радости. Я и не знала, что счастье может причинить такую боль. Я только что получила письмо от Кларенса. Он вернулся с фронта, живым и невредимым. Через 2 недели он будет дома. Слава тебе, Господи, спасибо. Скорее бы увидеть дорогого мужа. 14 августа. Настроение Кларенса все еще беспокоит меня. Он сам не свой с тех пор, как вернулся. Поначалу я думала, что это просто необходимый период адаптации, но со временем он стал вести себя все более странно. Он проводит дни и ночи в поисках каких-то доказательств. Его не волнует инфлюенса. Он равнодушен ко мне. Он начинает меня пугать. 21 сентября. Это невероятно. Кларенс потратил половину своей пенсии на какие-то дурацкие листовки, которые теперь хочет раздавать бесплатно. Люди уже смеются надо мной. Он собирается организовать лекцию в здании недавно закрывшегося театра. Хочет предупредить людей о том, что в Лондоне живут злые существа. Вход, конечно, бесплатный. Мой муж вернулся с фронта невредимым, но я боюсь, что там он лишился разума. 24 сентября. Кларенс признался, что потратил не половину пенсии, а всю и еще часть наших сбережений.
Во время войны бумага и чернила так подорожали, на это необходимые расходы. Так он мне сказал. Соседи уже смеются нам в лицо. Я не знаю, что делать. 5 октября. Сегодня мясник мистер Голуэй прислал мне счет за месяц и потребовал, чтобы я полностью его оплатила. Кроме того, он сказал, что теперь будет продавать нам мясо только за наличные. В долг он больше не отпускает. 2 дня назад то же самое мне сказал булочник. Сначала я подумала, что это связано с эпидемией номер ограничениями, но мои друзья, похоже, все еще могут брать товары в кредит. Мне было так стыдно, что я не смогла вымолвить ни слова. Дальше так продолжаться не может. Кларенс окончательно спятил. Он тратит все наши деньги, и я не понимаю, как его остановить. Иногда я жалею о том, что он вернулся с войны. Ну, Кларенс, конечно, ну я понимаю, ну блин, ну ё-моё. Ты, блин, свои деньги хочешь трать, но деньги ваши общие с женой, да нахрена, ты что, долбанутый что ли? А тут сразу туда-сюда, да? Сюда, наверное, можно через отсюда. Так, что здесь есть? Опа. Заходим. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good start. Любовное письмо Эмили. 5 ноября 1918 года. Дорогой Жак, я мечтаю снова тебя увидеть. Сегодня вечером? Завтра? Просто не могу дождаться нашей встречи. С тех пор, как мы поцеловались на мосту при луне, я мечтаю снова почувствовать, как ты впиваешься зубами в мои губы. А это восхитительная боль от сладкого укуса в шею, о мой демон-искуситель. На секунду, самую долгую в моей жизни, я испугалась, что ты убьешь меня прямо там на мосту. Но нет, мой дорогой Жак, ты остался тем же нежным женихом, что и раньше. Ты просто шутил со мной. Я мечтаю напиться твоей крови и вернуться к моей милой подруге Шарлотте, уже бессмертной. Сначала я поиграю с ней. Чё? Сначала я поиграю с ней. Немного, конечно, так как ты учил меня играть со смертными. А затем превращу ее в одну из нас. Мы будем править ночным Лондоном. Мы очистим его от грязных душ. Навечно твоя Эмили. Перный театр. Emily wanted to. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Подожди, какой киллер? А, да? Я понял. Ох уж эти, блин. А все? Я вот за этим приходил? Это листовка нафиг нужна. Так, обыскать комнату. Так я ее обыскал. Алло. Blood. I should follow the trail. Нужно идти по следу. Ой, ёпть. Не, ну я не хочу. Ну, не падчерицу, но... Ну, ладно, будем называть падчерицу, как бы лишать жизни. Бегающий скаль. Да ладно. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I appreciate the invitation, but I'm here to solve the mystery concerning the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. Это Жак. Это Жак, ну. And who exactly are you? I am Jacques Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. Из Франции. Да. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Dear cousin, are we related?
We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Ekons as family, don't you? What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. Ого. Какие интересные. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. В смысле? Я вам верю, какая разница, вы заслужили смерти. В смысле? Ну, типа... Ну, он смерти заслужил, ну... Она сама, ну, как бы, он тоже тварь. Your cruelty deserves punishment, sir. And what else is new? Ах ты, сука-то какая, мурлок ебаный. Дай попитаюсь кузеном. Вкусно. Ладно, не пищи. Ты что, мышка, что ли? Да, пропустил. Я по щам получил. Да, и последок. Все. Ах, козлина. Бедная девочка. Ну, не, ну сама виновата, я понимаю. Ну, он так, я бы не сказал, что он такой добрый мальчик. Пришел тут, бедненький, блин. Нет, сучок. И теперь мы можем об этом сообщить Шарлотте.
А, и сейчас с этим попутно поговорим. Good evening. Do you realize you are ruining your family, Clarence? Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. I can't believe I'm telling you this, but if warning people is that important to you, why not choose a more efficient way to spend your money? Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank, I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. Идиот ты. People will laugh at you, if they don't already. Think about your wife and Да your ему плевать на position. это. Think about your future. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. Понятно, ну тут бессмысленно разговаривать с ним. Он глуп. You need... Жалко, конечно, но... Women of all countries unite! Good evening, Miss Ashbury. And good evening. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure? To become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood. I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. О, кол Шарлотты, зачем? Лучше оставь у себя. Goodbye, Charlotte. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her, but... Да-да, это я помню. Так, ну пошли сразу сюда, да. Опа, подожди, леди Эшбери здесь? Тут как это прям все так изменилось? For as long as I've been a member, I've never seen so few vampires attending the club now. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Своего мужчину. Вы меня засмущали. I must admit the guard of Prewen impressed me. They must have spent years. Пошли в жопу вы. Так. Good evening, Dr. Reed. Have you heard? Have a drink and enjoy this nice horn. Это понятно, ребят, понятно. Так, что-то взять нельзя? Ладно. Лорд Редгрейв. Смотри, на фотке, кстати, у него тоже красные глаза. А так, по-моему, у него они норм. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption.
But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Алозия? Я не знаю, надо ли это. То есть... Ну... I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die, and he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Goodbye, Lord Redgrave. Подождите, стойте. Understand. Все, да? Goodbye. Я думал, его это... Можно там загипнотизировать это все. Ну да, тупо, конечно. Вампира. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson. To make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered,
His lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Ого. Нифига себе, то есть этот хрен, он может только скали создавать. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Шо? What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Я тоже так думаю, потому что, ну, он такой гнилой мужик, тварь такая. Ну, мы с ним разговаривали, помните, ему вообще на все плевать. Я тоже поэтому выбрал в разговоре с нашим, грубо говоря, лидером Аскалона. Типа, я сомневаюсь. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Старая Бриджит. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Вот, блин, будет классно, если я с Джонатаном мы уже, как бы так сказать, растаяли от леди Эшбери. А прикиньте, она нас вокруг пальца. Да пофиг, ладно. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Я понял. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Я тоже соглашусь, я тоже не хочу обращать Доусона в вампиры, просто потому что я уже с ним... Ну, тут я солидарен с леди Эшбери, да, он достаточно такой гнилой мужик, которому вообще не чужды чужие жизни. Поэтому я тоже не хочу его обращать до входа в церковь Темпла. Ой... Что у нас там? Ага, сюда. Вот его поместье. Да, мы сюда пойдем. Так, да, пока на этом завершим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, лайки ставьте. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Да, нас прервали. Всем спокойной мрачной ночи. До скорого. Пока-пока.